Привет, друзья! У нас сегодня очередной мясной добротный рецепт. Сегодня будем готовить свиную корейку в духовке, мягкую, вкусную, ароматную и в интересном маринаде. У меня здесь такая свиная корейка на кости с ребрышками. Специально попросил, чтобы их оставили. И попросил оставить шкурку, для того, чтобы сделать ее максимально вкусной. Первое, что нам сейчас нужно сделать, это сделать небольшие надрезы на шкурке, для того, чтобы соль поступала и туда, и маринад тоже туда мог проникать. Поэтому берем какой-нибудь острый нож и делаем небольшие надрезы на расстоянии друг от друга. И можно несколько сделать в противоположном направлении, чтобы было красивее. Отлично. Теперь маринаду будет намного легче попадать в нашу свинину. Отставим ее пока в сторону и займемся остальными продуктами. Мне понадобится 4 апельсина, у которых я для начала немножко подрежу цедру. Вот так. Этой части от 2 апельсинов мне будет вполне достаточно. Все остальное нарезаем крупными кусочками. Скидываем это все на низ формы. Также мне понадобится 4 зубчика чеснока. И немного имбиря. Я буду измельчать его на блендере, поэтому шкурка мне не помешает. Цедру тоже можно немного измельчить. И отправляем всю эту красоту в чашу блендера. Будем доводить это до более-менее однородного состояния. Все туда. Туда же у нас отправляется небольшое количество соли, черный перчик, немного кориандра и сухие травки. Базилик, орегано, тимьян, розмарин – все это отлично подойдет. Для жидкой части добавляем небольшое количество соевого соуса и растительное масло. Здесь можно взять либо оливковое, либо подсолнечное. Масло, чтобы все лучше раскрывалось, немного соевого, чтобы усилить вкус. И теперь погружным блендером все это измельчаем. Вот этим густым вязким маринадом мы и будем натирать нашу корейку со всех сторон. Со стороны ребрышек можно немножко сделать наколы, чтобы маринад лучше туда проходил. И обильно натираем мясо. И сверху, чтобы прошло в наши разрезы. Если вдруг кого-то смущает внешний вид обмазки, которая получилась, не бойтесь, пахнет она просто невероятно. Ароматы апельсина, имбиря, черного перца, соевого соуса шикарно сочетаются с мясом. Я закрою сейчас это все фольгой и оставлю в холодильнике помариноваться на ночь, до завтрашнего дня. Лучше 12 часов мясу постоять, чтобы все специи лучше объединились и мясо начало пропитываться. Понятное дело, до самого центра куска это не пройдет, но аромат станет намного ярче. Поверьте. После этого я отправлю ее запекаться в духовку 150 градусов на 3 часа. Низкая температура, долгое томление сделают свое дело. А потом продолжим. Красота.
Наша корейка отработала в соевой духовке, достаточно хорошо растомилась. Сейчас ее нужно открыть и дать ей немножко подостыть. Это нужно для того, чтобы мы могли ее спокойно извлечь из апельсинов, в которых она запекалась, и приготовить из них глазурь, которую смажем и отправим запекаться до ароматной корочки. Аккуратно убираем фольгу. Поэтому оставлю ее постоять минуточек на 10-15, после чего продолжу приготовление. Мясо максимально пахнет цитрусами, имбирем, аромат сумасшедший. Но еще вкуснее будет, если подзапечь ее с глазурью. Для этого в чашку блендера отправляю вытопившийся из нее сок и жир. Буквально 5-6 столовых ложек. Один кусочек апельсина, пару столовых ложек кетчупа, немного соли и 2 столовые ложки меда. И все измельчаем блендером. Сначала обмажем мясо с обратной стороны. После чего перекладываем на противень и уже обмазываем со стороны шкурки. Красота! И теперь отправляем эту корейку в духовку, разогретую до 180 градусов с режимом конвекции или вверх-вниз на минут 20 для того, чтобы корочка прихватилась, соус загустел, стал таким липким, тянущимся и очень-очень вкусно. Ну что, друзья, вы видите, какая красота получилась. Это мясо ароматное, пахнет вкусно. На вкус тоже потрясающе. Его можно подавать как горячим к столу, так и остудить и делать тонкой нарезкой на колбасу, если что-то останется после застолья. Будет тоже очень-очень вкусно. Друзья, ну если это видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться этим рецептом с вашими друзьями. А ваши отзывы присылайте к нам в Telegram или группу ВКонтакте. Ну а теперь давайте разрежем, посмотрим и попробуем. Иди ко мне, здоровяк. Смотрите, какой сочный. Хотя, конечно, нужно понимать, что корейка сочная либо пока горячая, либо уже ей нужно дать полностью остыть большим куском, для того, чтобы соки внутри перераспределились, и тогда уже в нарезке она будет более сочной. Если ее сразу порезать сейчас на стейки, на котлетки и оставить так, то она высохнет, будет не так вкусно. Ну а запах просто обалденный. Это очень вкусно.